Здравствуйте, мои дорогие. Знаете, строишь такие планы на завтра, на послезавтра, на неделю, на месяц вперед, и вдруг такой раз звонок. Дорогая, вы 1 января пересеклись с человеком, у которого корона, поэтому 2 недели сидите себе благополучно в карантине. И вот сижу я в карантине, чем заняться? Надо что-нибудь приготовить, а дома как раз заканчивается хлеб. Пожалуй, я сегодня сделаю тесто для багета, а завтра с утречка я этот багет буду печь. Так, чтобы на завтрак был горячий вкусный хлебушек. Давайте спечем вместе, сделаем тесто. У меня здесь полкило просеянной муки. Что мне сюда еще нужно? Пол чайной ложечки сухих дрожжей. Я сюда отправлю где-то 2 чайные ложки, 1,5-2 чайные ложки соли. У меня соль розовая, поэтому я 2, если обычную, то поменьше. 2 чайные ложки соли. И для того, чтобы в багете все-таки был вкус такой сдобы, я сюда еще пол чайной ложечки буквально сахарного песка отправлю. Перемешали. Вот так, чтобы распределить все по муке. Нет какого-то сложного замеса, поэтому вот есть просто у меня силиконовая лопатка. И потихоньку я буду вводить сюда теплую воду. 350 мл теплой воды примерно у меня уйдет. Я вот 350 себе отмерила. Посмотрим, что получится. У меня просто не должно остаться муки. Ни масла, ни яиц, естественно, у нас в этом тесте нет. Тесто похоже, в принципе, даже очень близко для теста для чиабатты. Кто печет, те знают, что пресное тесто примерно такое же получается. Лопатка мне уже помочь не может. Немного руками я себе помогу. Такое тепленькое тесто. Вот я все собираю без каких-либо усилий. Вся мука, которая есть на краях, должна уйти в этот комочек. Тесто достаточно мокрое, липнет к рукам. Нам важно собрать только муку. Вот такой непрезентабельный комочек у меня получился. Всю муку я собрала. Ну вот совсем ни о чем, вы понимаете, да? Конечно, ни о какой эластичности сейчас речь не идет. Ни о чем речь не идет. Просто соберу все в комок. Просто такими движениями снизу вверх тесто подтяну. И закрываем нашу миску пищевой пленкой. Я ничего 15 часов с этим тестом делать не буду. Единственное, что я сделаю, так как тесту стоять долго, я 2-3 дырочки такие небольшие в тесте сделаю, чтобы ему было все-таки куда расти, чтобы оно имело возможность немножко подышать. Все, завтра утром встретимся. И снова здравствуйте, утро. Мое тесто простояло порядка 12 часов в миске. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Открываем. Запах дрожжей, как положено. Вот такое дырчатое у меня тесто. И сейчас мы начнем с ним работать. Что делаем с тестом? Вот у меня есть баночка с водой. Пекари называют это техникой складывания. Я немного смочу руки и начну немного вытягивать тесто и складывать его друг на друга. То есть берем краешек мокрыми руками, вытягиваем и складываем. Дальше я хочу сделать 2 багета. Разделю просто это тесто на 2 порции. Может быть, даже не очень ровно. Имею право. Мне вообще, если честно, очень нравится домашний хлеб именно такой неправильностью формы.
знаете, он не ровный, он не идеальный, а такой вот домашний, немного кривоватый. Мне это очень нравится. Рабочую поверхность присыпем мукой. Так, по-доброму. И начнем. Беру первый кусочек. И это тесто просто вот руками, без каких-либо усилий, формую в такой прямоугольник, насколько это возможно. Тесто достаточно податливое. Я его сейчас подвытяну. Такой прямоугольник у нас получился. И начинаем скручивать. Просто вытягиваем и скручиваем. Мочу руку, вытягиваю и скручиваю. Такой багетик у нас получился. И здесь тоже вытягиваем, насколько это возможно. Плюс-минус равномерно. Вот моя заготовочка. Дальше у меня есть чистое полотенце. Его я тоже должна присыпать мукой. Здесь наш багет будет отдыхать, ждать своего часа для выпекания. Вот у нас их два. Я вот так сделаю, перекладываю на полотенце. То же самое сделаем со вторым кусочком теста. Вторая, видите, у меня гораздо больше, но значит будет одна большая, вторая маленькая. Хорошо присыпаем мукой. Здесь важно, чтобы не прилипло наше тесто к полотенцу. Накрываем и оставляем примерно на час. Прошло 40 минут. Мои заготовки уже так набухают, приобретают какой-то вид, но отправлять в духовку их еще рано. Я сейчас включила духовку, максимально у меня 260 градусов я включила на максимум. И подготовлю такую емкость с водой, потому что багеты должны выпекаться при максимальной температуре, при большой температуре, но во влажной среде, и тогда у нас будет очень хорошая хрустящая корочка. И сейчас мы начнем работать с вами очень быстро. Противень у меня раскалился в духовке, я его вытащу, поставлю на стол и быстро переложу мои багеты и отправлю в духовку, не забыв отправить туда емкость с водой. Слышите этот звук? Очень горячий. Очень горячий багет. Помогу себе полотенцем. Вот такой вот он получился. Пропекся прекрасно внутри. Хрустит. Твердая корочка. Мягкая внутри. Ну, вот такие багеты у нас получились. Карантина будни скрашены. Хлеб мой закончился, зато есть свежий. Готовьте, готовьте с удовольствием, а я буду наслаждаться приятной корочкой и вкусным хлебом. Подписывайтесь на мой канал, мне есть что вам рассказать. Всем пока!